Офигеть. Ух. Прогоистый, классный. Дал дрозда. Офигенно. Давай. Добрый день, друзья! Если вы меня смотрите, значит вы на канале Рыбалка с Карпятником, и с вами опять Николаич. Сегодня, как и обещал в последнем видео, я еду на карповую рыбалку. Я уже, в принципе, приехал. Я здесь. За моей спиной пруд Липов Лог. Я на этот пруд первый раз приехал. Меня позвали друзья. Сказали, поехали, тебе понравится этот пруд. Ну, пруд с первого взгляда тоже как бы интересный. В чем отличие его? Очень много камышовой зоны. И все сектора как-то разбросаны. Вот мы стоим в каком-то заливчике здесь на плотине. Дальше идет туда залив, туда залив. То есть здесь нету каждые 30-40 метров соседей. То есть в этом заливчике мы как бы напрямую кормим и здесь одни стоим. Только начали кормить. Вот. С той стороны вон далеко люди стоят. С той стороны далеко люди стоят. То есть есть возможность выбрать свои кормовые точки. Не надо, вы здесь не перебросите друг друга, ругаться не надо будет, кто где кормит и что где ловит. Поэтому, в принципе, в этом отношении мне он понравился. Ну а далее мы посмотрим, что будет. Здесь, говорят, есть хороший карп, мелкокарп и, в принципе, там амуры. Ну, я хочу половить карпов, поэтому буду упираться в это. Ну а далее вы увидите, что получилось из этого. Я что-то тянул так, что не идет кормить. Прикормки. Чем кормил? Ну, на выс я всегда беру свои бойлы. Вот, если увидите, разноцветные, разные бойлы. Это самокат, который я всю зиму катал. И, естественно, горсть-другую я закидываю обязательно в точку. Ну, где-то периодически, там, 2-3 до 4 часов. Вот, обязательно закидываю. И один из моих основных ингредиентов у меня идут, естественно, зерновые. Вот, если пересмотреться внимательно, здесь вот конопля, вот это кукурузка и вот горох. И, естественно, вот эти гранулы, это комбикорм, который очень хорошо пропитан ЦСЛем. И хорошо его будет и пылить при попадании в воду. Пылить будет и, естественно, конопля и комбикорм. Но еще он будет хорошо отдавать от себя, прям быстро растаивать. И в ил впитываться будет этот запах. Что и нужно нам. Ух ты, нифига себе! Ну что, пока я рассказывал про прикормку, произошла бодрая поклевка. Не знаю, что за соперник, но, судя по фрикциону, мне очень нравится, как он начал. Но здесь так очень сильно клюют быстро тузики. Не будем сильно обольщаться, что это большая огромная рыба. Ну что? Тузик, точно. Тузик. Опровозил прям. Хорошо. Давай, родимый. Паркуйся. Очень хочется, конечно, побольше рыбку, но пока тузики идут. Ну, это вот этот килограммовый туз. Ладно, плыви. Давай. За мамкой, за папкой. Давай больших не веди. Ушел. Гранулы комбикорма и зерновые я пропитал ЦСЛем. ЦСЛ, оказывается, хорошую отдачу сейчас дал. А что такое отдача? Ну, рыба быстрее подошла на прикормку. Я несколько дипами пользовался. Не дипами, несколькими заливками пытался пользоваться. Там есть и рыбные, и фруктовые. Но почему-то ЦСЛ получше себя повел. И, в принципе, поэтому я напитываю вот эти гранулы зерновые. Можно и болы туда же то же самое напитывать. То есть вот CSL.
Ну, CSL, сброженный кукурузный ликер, такой, ну, бродящий, как говорится, запах, в принципе, и рыбка хорошо стала отзываться, на него подходить. То есть закармливаешь где-то часа 2, и рыбка подходит, на нее обратно возвращается. Ну, я не знаю, чем это связано, но, наверное, сейчас вот как раз цель очень хорошо, на него рыба отзывается, значит, надо его сейчас использовать. Все это подбирается экспериментальным путем. Нету, как говорится, универсального рецепта на каждый водоем. Наверное, все-таки для этого сезона и для этого именно водоема в данный момент такая заливка очень положительно сейчас влияет. Я добавляю, перемешиваю, и сразу вам такой вот запах идет, брожение какое-то от CSL. Наверное, и также идет как бы запах или распространение в воде этого запаха, и рыбка подходит. Так, с этой прикормкой все понятно, но к этой прикормке я еще добавляю самодельные бойлы. Вот мои самодельные бойлы. Здесь разный и цвет, и запах. Вот как раз для того, чтобы он и пятно кормовое цветное создавал, и в принципе свои какие-то запахи отдавал. В общем, все вместе, все 3 в одном. Это вот апельсины. Они будут сразу пылить. Бойлы — это пылики. Прям при попадании сразу же. Дуплет. Только неизвестно, может 2 вытащим, а может 1. Пусто у тебя, да? А у меня нормально сидит. Боковые перехлестнул. А тузик? Все. А до дужки скинь. Я же тебе сразу сказал. Все перепутал. Маленький. Еще килограмма нет, но все перепутал. А, не, килошка. Ну, слишком уж бойкий. Килошка бойкая. Ой. Надо же поукрупняться, а что-то как не получается. Может, к вечеру укрупняться подойдет. Что у нас? Очередная поклевка. Не знаю, мне кажется, опять тузик. Они уже замучили здесь тузики. Ну, хотя бы покоя не дают. Есть надежда, что вечером, может быть, подойдет уже более хороший карпик. И, кстати, вот ветер поднимается сейчас сильный. Может быть, дождик пройдет и расшевелит рыбу. Кроме тузиков, может, что-то еще пойдет. Я как раз вытаскиваю, а вокруг просто нереальный ветер. Да, подниматься начинает он сверху, с той стороны. Сейчас и здесь волну погонит. Вода очень чистая, прозрачная в этом пруду. Редко такие пруды встретишь. Может, поэтому и цвет этот работает. Ой! Это мы лещей ловим. Ух ты! Вот это лещ! Слушайте, а настоящий лещ килограмм. Слушайте, ребят, ну это килограмм точно. Смотрите, какой лещ. Ух ты! Вот это лещи здесь. Ну что, будем ждать карпов. Ну что здесь? Вечерняя зорька. И у меня есть бойлы. 20-ки лихонос, свой растворимый мед. Я хочу покормить. Но здесь не сколько вкусно, сколько то, что они пылики. Мне они нравятся, как они работают. И, в принципе, хочу кобры аккуратно положить. Ну, в принципе, не буду прям вот в точку ложить, а вокруг точки, чтобы там рыба гуляла. Смочил кобру, как всегда,
Вот. Но есть, говорят, такая румынская тактика, когда сектор закармливают прям хаотично, именно весь сектор бойлами. Ну, я не силен в спортивной тематике, но хочу, в принципе, примерно вокруг моих точек создать именно пылящий эффект. А эти пылики лихановские, они очень хорошо пылят, они растворяются очень долго. Ну, в принципе, у меня были случаи, до суток они стояли. Естественно, всегда надо пристреливаться вначале. Ни у кого с первого раза не получается. Ну вот, наладился процесс. У меня точка в 110 метрах. Я вот смотрю, пылики до нее долетают. Прикармливать много не буду. Ну, не знаю, грамм, сколько здесь, полпачки. Ну, грамм 400 закормлю. Когда точки до 80 метров, то, в принципе, у меня есть фокусская рогатка. Она вполне справляется с этими функциями. Но когда дальше, то я редко, но использую кобру. В основном, конечно, с помп. По кобре. Кобру я долго выбирал. И по всем отзывам, по всем, что можно, я выбрал именно кобру именно украинского производителя. Вот это у меня Bambus 23 Orient Rods. Честно скажу, что я даже по ошибке один раз купил железную кобру, но это нереально железный наяривать. Пластиковая тоже очень проблемно. А вот именно вот такой коброй, не как для любителя, это вот прям за глаза. В принципе, очень легкая, хорошо кидает и, в принципе, хорошо работает. Она у меня уже где-то, наверное, 3-й сезон. Ну что, все, будем ждать вечерней зорьки. Ну что, у нас еще не было карася. Карася еще не было. Карася у нас не было? Мы теперь еще и карасиков ловим. Что, нормально карась грамм там 500-700. Прикольный. Лещ был, карп был, зеркальный чешуйчатый. Теперь карась. Ну, сказали мне здесь соседи, что надо поймать еще щуку и еще уклейку. А уклейка была. Толстолобика. Щуку, толстолобика и всю рыбу по одной штучке поймали. Итак, ребят, в приоритетах сегодня, не знаю, наверное, уже пол-лета. Такой цвет и запах. Вот Мельбюр Флорентина, либо Squid Octopus у меня есть. Вот такой бело-розовый окрас бойлов. В точку ставлю, естественно, со стиками. Вот у меня со стиками. Из 4 удочек, у меня там точка идет, она как бы подряд вот так, то я буду ставить вот в такой последовательности эти бойлы. То есть у меня будет для эксперимента я ставлю вот Pineapple и Plum Royale, старые чешские. Потом будет Мельбюр Флорентина. Потом будет у меня стоять Pear Drop и Hot Demon низ, тоже со стиком. И вот, в принципе, тот же самый популярный, как говорится, окрас Мельбюр Флорентин. То есть будет вот так через раз стоять. Вот эти я добавляю как экспериментальные, а это как гарантия поклевок. Потому что на этот цвет хорошо идет. Ну а прикормка у меня одинаковая для всех бойлов. Мои бойлы и, естественно, зерновые. С заливкой CSL. Вот эти два, если вы видите, они отличаются, два поводка. Это как раз для эксперимента ставлю с китайскими крючками. Как-то показывал их в других видео. Возникло много споров, поэтому для эксперимента я ставлю как раз как засекутся, как будут работать китайские крючки.
Утренняя зорька. А вот это утренняя поклевка. Офигеть. Все в дугу. Фрикцион кверху. Он знает, как удилище не тащил. Ну явно не 500 грамм. Это что-то с чем-то. Я его еле двигаю. Сколько я его тащу, еле сдвигаю. Ух ты! Ну что, друзья, я взял свой бигфиш. Офигеть! Ух! Итак, ребят, утренний бигфиш. Очень приятно порадовал своей бодрой поклевкой. Вот такой прогонистый сазанчик. Ну, карп. Сейчас нет сазанов. Прогонистый, классный. Дал дрозда, офигенно. Я не знаю, адреналина всех разбудил. Когда он клюнул, удочка прямо аж поднялась от народ поди. Только задник держал это удилище. Но по нему видно, что офигенная рыба. Опа. Весь в ракушке. Ракушка жрал. Ну, вся ракушка одна. Что ему бойло? Здесь еда есть хорошая. Сазан, да? Да, это сазан. Не карп. Не карп, сазан. Чудо. Во сколько же взял? Вот под утро? Утро. Перед утром. Под утро взял. Где-то 5:20, наверное, его вытащил уже. Ну, получается, в 5 клюнул. Паровозил здесь с одной стороны на другую. И он прям реально туда кинулся, а потом туда за камыш зашел. Я его еле вытащил. Оттуда? С трубы. Да. Девять 700. И мат? Мат минус килограмм. 8400. Да? Ага. Весь в ракушке, видишь, он жрет ракушку эту. Че, отпускать? Да. Пошли. Чтобы не выпал.
Ну да, этот ближе он к сазану по строению. Опа! Такая тушка. О. Ну ты весь его тоже отходи весь. Чтобы он весь вот так был. А? Сами спокойно. Он даже не торопится. Обалдеть. Он знал. Итак, друзья, подходит к концу рыболовная сессия. Сейчас 6 часов примерно утра. Утренняя зорька. Как раз та зорька, когда меня разбудил карпик классный, который был в видео. Сейчас я пью кофе. И, в принципе, что я хочу сказать о водоеме. Пруд интересный, пруд с разными зонами. И здесь очень хорошо, что рядом каждые 40 или там 20 метров нету помостов. То есть можно нормально встать и ловить, облавливать какую-то определенную зону. Друг с другом, как говорится, не мешаем. Есть, конечно, наверное, где сектора они пересекаются, но это не так уж принципиально. Можно ловить, найти себе место везде. Очень много камыша. И когда мы вчера попробовали искупаться, то в зоне именно камыша очень много ила и вот этой внизу травки. А когда отходишь чуть подальше, на метр два, уже идет более-менее такой твердый грунт. Поэтому, в принципе, если будете ловить, то прям под сам камыш, наверное, лучше не ставить. И также и я ловлю. Я ловлю здесь, называется, район дамба, около трубы. И я прям под самый вот берег не нужно отступить от 3, примерно от 3 метров, 3-5 метров, и вот так дальше уже выкладывать свои оснастки. Ну, наверное, связано с тем, что вот именно ил около камыша стоит. Ну, а так, в принципе, все отлично. Рыбалка удалась. Половили. В прилове были и тузики, их много было. И также поймали килограммового леща. 3 раза лещ клевал, но вот килограммовый как раз самое то. Ну и, в принципе, очень удивительно. Ну, вообще, как бы уже, наверное, в систему вошло. Я уже не на первом пруду встречаю, что работает вот именно такое светло-розовое бойл, десятка, Мельбове Флорентина от Скориков. Ну, другие тоже бойл работают, но не так эффективно, как это. Это как универсальный, что ли, получается в этом году. Наверное, связано еще, наверное, с тем, что особенности прудов. Вот этот пруд очень прозрачная вода, поэтому рыба, наверное, по